Привет, господа! Добрался я опять до кулинарной темы. Заказал себе черный ящик, как в одноименной игре, где что лежит в этом черном ящике. Будем открывать. Либо берем то, что в черном ящике, либо деньги. В этот раз будем брать то, что в черном ящике. Так, сообщение приехало. В черном ящике лежит вакууматор. Давно хотел себе такую вещь, вакуумировать продукты. Давайте открывать. Ну вот, господа, вскрыл черный ящик, и внутри еще одна коробочка. Как вы видите по названию. Keiso Vacuum System VRH 690 Advanced. Довольно известная, хоть и китайская фирма, производящая различные товары для кухни. В данном случае вакууматор. Это полупрофессиональная модель 690 Advanced. Давайте посмотрим, что собой представляет эта вакуумная машинка. Внутри снова, как и в матрешках, оказалась еще одна коробка. Уже окончательный вариант. Вот так выглядит вакууматор в коробке. Давайте почитаем, что тут написано. Тут есть даже описание на русском языке. Вот я вам прочту, в принципе, но кто желает почитать потом, можете поставить на паузу и почитать. В общем, вакуумный упаковщик VRH 690 Advanced. Универсальные функции у него есть. Автоматическая вакуумация и сварка, 3 настраиваемых периода сварки, ну пайки в смысле, для сухих и влажных продуктов. Очень часто самые дешевые вакуумные упаковщики только для сухих продуктов. Влажные продукты не вакуумируют. Ну как бы вакуумируют, но в шов попадает влага, и получаем проблему, вакуумации нету. Приходится людям закладывать в пакет сначала продукт, а потом уже закладывать уже в вакуумные пакеты и вакуумировать. Ну так вот, этот вакууматор для влажных продуктов тоже. Так, настраиваем процесс вакуумации для твердых и мягких продуктов. То есть ягоды хорошо вакуумируют, не раздавливая. Ручная вакуумация, функция подключения вакуумного контейнера и маринования. Настраиваемый вручную бесступенчатый процесс вакуумации идеально подходит для скоропортящихся продуктов. Износостойкий поршневой насос производительностью 20 литров в минуту. Как правило, такие вакууматоры, в пределах 10 литров в минуту. Этот 20 литров в минуту делает. То есть достаточно быстро будет все это дело происходить. Ну и давление стандартное 0,9 бара. Обычно 0,8 бара. Так, двойной сварочный шов, что очень хорошо. Не все вакууматоры делают двойной шов. То есть, если вы там влажные продукты что делаете, и сок побежал, то как бы один шов еще может пройти, но второй шов самое нормально герметизирует все хорошо. Встроенный отсек для упаковочных роликов у него есть. Нож для отрезания этих самых роликов, вакуумных пакетов. Практичная ручка, закрывающаяся для удобной работы. Практичный индикатор функций. Съемная вакуумная камера для легкой очистки. То есть попадает там сок, бывает там что-то от продуктов. И эту съемную камеру можно вынуть, почистить, промыть. Ну и в комплекте 2 ролика с этим с пакетами. Один 20 сантиметров шириной, длиной 3 метра, другой 28 сантиметров длиной 3 метра. В принципе, этот вакууматор работает с 30 сантиметровыми рулонами. Что еще хорошо, вам не нужно ждать, когда он остынет. То есть, в смысле,
Вы работаете, у вас очень много продуктов для вакуумирования. Ну, например, пошли по грибы, набрали много, вам нужно их завакуумировать в пакетики и уложить в морозилку. И этих пакетиков очень много будет у вас. Дешевые, простые вакууматоры требуют отдыха. Там сделали там 10-20 пакетиков, ну и желательно дать ему остыть. Этот работает до 125 циклов без остановки. То есть проблем никаких нету. Вот вы видите, у него указано, что индикация достаточно понятная. Двойной шов, и пакеты можно использовать любой длины и шириной до 30 сантиметров. Так, ну здесь я уже говорила, 20 литров в минуту вакуумация. Ну, съемная панелька. То, что в комплект входит, я уже тоже перечислил. Вот как бы так выглядит. Давайте вскроем все-таки это дело, потому что коробка есть коробкой, но хочется и как бы пощупать. Вскрывая коробку, заметил тут лейбл такой, то есть можно поставить на смартфон, ну как на Android, так и на огрызке приложение, и что-то там будет по рекомендации, может быть, и не знаю, что там рецепты, блин, ну, хрен узнает, я не могу сказать пока. Ради интереса поставлю и посмотрю, ну, потом в описании к видео добавлю, что это за приложение, с чем его едят и что это такое. Так, вскрываем коробочку. Так, вот я вскрыл. Сейчас покажу. Вот, смотрите, какой красавец-то. Сам не ожидал. Металлический. Ну, пластик, само собой, тоже. Вот такая информационная панель. Здесь тоже металл. Внутри рулон. Так, что в комплекте? Один рулон, второй рулон. Ну, это, я так понимаю, 28 сантиметров ширина. Это 20-ка. Ну, в комплекте что тут? Инструкция, что делать при хранении: не закрывать крышку плотно, не блокировать ее, чтобы уплотняющие прокладки не деформировались и не влияли негативно на качество работы прибора. Но это само собой. Так же, как и термосы. Когда не используете, не закрывайте ее плотно, ну, не закручивайте, чтобы резинка не уплотнялась. Так. Очередная напоминалка. 12 месяцев гарантии. Здесь написано 36 месяцев гарантии. Фиг поймешь. У меня на стиралке тоже написано 10 лет гарантии. Whirlpool стиралка купил недавно, старая накрылась. А магазин дает 2 года гарантии. Как понимать так? Так, что тут еще у нас? Какие-то наклеечки.
Ну, видимо, это самое наклейки для вакуумации продуктов. И потом вы пишете, что это вообще такое, дата вакуумации и вес. Достаточно много их. Так, сколько у нас тут их? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То есть 14 на одном листе. И 3 листа. 2 красных. Один желтый. Так, это у нас для стейков, я так понимаю, вот кусочки мяса. Это для птицы. Вот видите, курица. Ну, это для разных продуктов. Я так понимаю, это овощи, а это рыбные продукты. Так, в сторонку. Ну вот, Food Manager Application. Ладно, как я уже говорил, я это дело опишу. Помогает купить продукты и либо составляющие, сохранить деньги и время, сохранить ваши продукты в аппликации и иметь полный контроль над ними, как бы получить напоминание о том, о дате использования этих самых, видимо, даты, когда вы завакуумировали, записали в это приложение, и потом напоминалка будет, сколько это дело хранится. Потом, так, handle your food more, собственно, как-то, блин, полное управление составляющими продуктов, как бы так. Что-то я толком уже не могу перевести, хотя в английском нормально понимаю. Save food, less food, wastage. Так, что тут еще есть? Все то же самое. Ну вот, нормальная такая книжечка толстая на ночное чтиво. Что у нас тут? На каких языках? Я думаю, только на английском. Для меня-то проблем нету. Нет, есть на русском. На русском тоже есть. В общем, почитаю, разберусь. Ну вот, на русском. Вакуумный упаковщик там. Ну и все дела, так, как говорится. Так, что у нас тут по внутренке-то? Ну, само собой, рулон с пакетами. Можно, конечно, без рулона. Просто пакет сюда вот закладывается, к примеру, вот так вот. Это пакет. Заложили продукты, приложили и закрыли крышку и отвакуумировали. Но пакеты отдельно дороже, чем рулон, выгоднее в рулонах. Тут лента сейчас замотана, это, в принципе, транспортировочная малярная лента. Вот, в принципе, нож, ползунок. То есть пакет отматываем и отрезаем, сколько нужно там длины. Ну что, господа, расскажу немножко. Здесь у нас, в принципе, ложим рулон. Он более дешевый будет, чем просто отдельно пакеты использовать. Потому что пакеты гораздо дороже выходят. Отматываем сколько нужно, в зависимости от того, какой там продукт будет. Если, скажем, там длинная морковка, то, соответственно, побольше отматываем. Можно положить рядом, скажем, рулетку, поставив ее на стоп, либо используя столярный деревянную такую рулетку раскладывающуюся, разложили рядом, ну и примерно отматываете сколько нужно, и потом ножом проехали и отрезали ровненько.
положили пакет, скажем так, ну, положили, вернее, продукты в пакет, потом приложили сюда на сварную ленту и, ну, прижали сам аппарат, ручку защелкнули. Вот тут есть такие кончики, когда ручка защелкивается, вот они, крючочки эти, выходят и блокируют самую крышку. Защелкнули ручку и нажимаем кнопочку, какую вам нужно. Здесь у нас первая кнопка для выбора режимов работы. Для сухих продуктов первый сегмент светодиод будет гореть. Ну, правда, тут все по-немецки, но как есть. Русского варианта и английского нету. Второй светодиод для влажных продуктов и экстра долгий процесс для влажных тоже продуктов, в принципе, когда нужно отвакуумировать совсем влажные продукты. Ну, режим работы либо нормальный, либо для щадящий для ягод, чтобы не раздавило. Ну, как бы выбрали все это дело, потом нажимаем кнопку вакуумация, и у нас это дело пошло по светодиодам, будем видеть процесс вакуумации. Если нам нужно просто запаять пакет, то есть вакуумация не нужна, то есть мы отмотали рулончик, и у нас же два конца распакованы, один с боков только у нас запаяно, нам нужно третью сторону запаять. Соответственно, вакуумация нам не нужна, просто пайка. Да, мы нажимаем эту кнопочку, и это будет просто пайка. Этот вакууматор, в принципе, вот видите отверстие, поддерживает вакуумацию продуктов в контейнерах. Вот здесь я поначалу думал, где же, этот шланг-то в комплекте должен идти. Вот он спрятался. Вот здесь его посадочное место. Вот он лежит там. Этот шланг. Ну, один кончик, само собой, в контейнер ставим. Второй вставляем сюда. И можем вакуумировать продукты, вот нажав эту кнопочку, и в контейнер. Можно мариновать продукты также в контейнере. Сроки маринации сокращаются в несколько раз. Очень удобно. То есть утром встали, например, чашку кофе пьете, вам звонят друзья, хотим шашлык, приезжай, но привези там готовый как бы уже шашлык. Мариновать, естественно, времени нету. Ну что делаем? Просто закладываем продукты в контейнер, вакуумируем, ну, едем к друзьям, в это время он маринуется там за полчаса. Сейчас вы на своих экранах видите, в принципе, вот такие контейнеры от фирмы Кейсо, которые можно докупить отдельно. Ну, продукты, я считаю, что там хранить нет смысла в этих контейнерах. Ну, самое лучше хранить, запаяли в пакет и все. Ну, единственное, да, пакет потом выбрасывается, а контейнер, как бы он всегда, он многоразовый. Ну, хотя, в принципе, да, можно. Там те же там помидоры в собственном соку, там, например, или огурцы, положили в контейнер, отвакуумировали, ну, поели, там какую-то часть израсходовали, ну, банку, например, купили с помидорами в магазине, или кто-то там дал вам маринованные помидоры, там, или еще что-нибудь такое. Ну, там, одну-две съели там, ну и что, банка у вас открытая в холодосе стоит. И вы, в принципе, не планируете там в ближайшую неделю ее съесть. Ну, испортится, как говорится, там, может быть, еще часть съедите, а остальное испортится, покроется плесенью. Ну, что делать? Закладываете в контейнер, вакуумируете и в холодос. И все это дело будет гораздо дольше храниться. В таком плане контейнеры можно использовать, да. Ну и маринад, естественно. Вот такие функции
все на немецком, но в процессе работы все это быстро осваивается, не так много кнопок. Я думаю, все будет хорошо. Сейчас показывать саму работу прибора не буду, потому что как бы нечего мне вакуумировать особо. Потом, попозже, спустя какое-то время, вот возможно через несколько дней я тут в лес соберусь, сейчас август, дожди так регулярно каждый день идут, но что-то немножко подсушило сейчас, с грибами не особо. Ну вот через несколько дней планирую пойти по грибы, буду вакуумировать и сниму еще одно видео по вакуумации грибов в этой машинке. Вот как бы так. Так что, господа, если у вас есть возможность, покупайте вот именно вот такую машинку Advanced, то есть полупрофессиональную. Я думаю, не пожалеете. Я и сам тоже думаю, что я не пожалею. Она не накроется у вас в первые же дни. Плюс у нее время работы достаточно большое, 125 самых пакетов можно запаять. 125, по-моему, было, да, на коробке, или 175 даже. 125. Без остановки на перерыв, на остывание запает. И то есть процент надежности гораздо выше, чем у обычных дешевых вакууматоров. По стоимости обошлась она мне в 130 евро. Сейчас я еще планирую докупить контейнеры. Сейчас вы видите на своих экранах такие контейнеры. Стоят они у меня, по крайней мере, 27 евро. Ну что делать? Надо покупать. Я поначалу думал, блин, дорого. И куда их использовать? Но так подумал, что ну, частенько, да, приходится там что-то мариновать и так далее. И причем, ну, как бы в срочном порядке, например, едем куда-нибудь там с женой, с ребенком, ну, по делам там в магазин, то все, ну, выходной день, суббота, воскресенье. И так думаю, блин, приедем сейчас домой на участок и что-то приготовить, там хотелось бы на мангале или еще там пожариться. Покупать уже готовые маринованные продукты, во-первых, по карману бьет, ну, в денежном выражении уже готовый, он стоит в 3 раза выше, цена его, ну, в 2, ну, порой даже и в 3 выше, чем не маринованный. А мариновать особо времени нету. Вот эта машинка поможет вам сократить это время. То есть покупаем продукт, приезжаем, быстренько делаем маринад, закидываем в контейнер, вакуумируем, и все, и делов-то. Пока там чуть-чуть какими-то делами своими занимаемся, разжигаем мангал, продукт промаринован. Вот все, что я вам хотел сказать в этом длинном видео. Что сказать еще напоследок? Как обычно, подписывайтесь на канал, жмем колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео о различных продуктах, товарах, как готовить, ну, о путешествиях, само собой. Все, всем удачи!